Всех приветствую, с вами Супер, и сегодня мы снова в Roblox Jailbreak. Я бы хотел сообщить некоторые новости от Азима по поводу будущего Jailbreak, а также по поводу плана АИ. Одной из самых первых новостей, которую он опубликовал за это время, это новость о том, что Roblox на своем официальном YouTube-канале опубликовал видео. Все же не думаю, что это имеет какой-то смысл, когда даже сам Азима написал то, что Roblox их об этом не предупреждал. И, скорее всего, это не имеет никакого смысла, это просто такая мини-реклама. Дальше Азима сообщил нам о том, что второй этап АИ Jailbreak будет анонсирован в понедельник. Ну, как вы понимаете, это уже случилось, и сейчас мы к этому перейдем. Азима написал такое сообщение: этот сезон настолько хороший, что я продлеваю срок подачи работ по уличным гонкам на 7 дней. До понедельника, 20 апреля, 10:00 по тихоокеанскому времени. В принципе, да, если вы хотели подать свою работу, у вас еще есть время доделать до 20 апреля. Ну что ж, я здесь на 10 минут, задавайте любые вопросы. Это все понятно, задавали какие-то различные вопросы, я предлагаю прямо сейчас их посмотреть. Официально Epic Tank задал вопрос, что будет в новом прямом эфире, то есть лайв-ивенте. К сожалению, ему не ответили. А сейчас у нас интересный вопрос. Сможем ли мы когда-то использовать команды приватного сервера, например, для создания любых транспортных средств, даже для управления ими, если они нам не принадлежат? Но это лишит нас возможности зарабатывать деньги, опыт, любые награды. На самом деле задумка прикольная. Главное, чтобы это работало хорошо, потому что если они это добавят и будет много багов, это будет жесткий абуз. И Азима на это ответил да. Следующий вопрос. Правда ли, что банк в Кратер-Сити будет удален? Да, один банк лучший вариант. С этим я полностью солидарен. Второй банк был не наилучшим решением. Следующий вопрос. Возможно ли увидеть Jailbreak на будущих событиях Roblox? Всегда открыто для предложений. У нас хорошие отношения с командой организаторов мероприятий. На самом деле, в принципе, в этом никто не сомневался. Вы когда-нибудь думали о переработке физики автомобилей? Что-то вроде того, что BadCC сделал некоторое время назад. На самом деле, я не понял, про что речь идет. По поводу того, что BadCC уже что-то сделал. На самом деле, я этого не замечал. Но обязательно напишите в комментарии, если понимаете, о чем это речь. Но Азима ответил так. Создатели уже получают кредиты на гараж. Косметический предмет можно использовать не по назначению. Метки в чате создают впечатление, что они разработчики. Нельзя трогать физику автомобилей. Это не будет Jailbreak. На самом деле, я соглашусь. Возможно ли какие-либо из этих нововведений в ближайшие месяцы или в будущем? Новое оружие, новая система вооружения, новый предмет, больше вещей для коллекционирования или новые квартиры. Помимо автомобилей и гиперкары. И насколько это вероятно, также с нетерпением жду ваших новых игр. Спасибо, мы будем намекать на скорый выход следующего обновления. Сейчас решаем, выпустить ли следующий сезон в конце этого месяца или отложить его до мая или июня. На самом деле, не очень понятно смысл данного текста. На самом деле, я не очень понял по новому вооружению. Имеется в виду новая система вооружения как для транспорта или обычная? Просто если так подумать, то у нас, будем честны, не так уж и давно поменяли оружие. Сейчас мы перейдем к самому, наверное, интересному. Вы полностью меняете планировку города Кратера. Что такое город-кратер? На самом деле я не ожидал такого ответа от Азима. Скорее всего, он имеет в виду то, что Кратер-Сити будет удален. На самом деле я не ожидал то, что это будет прям так. По факту планировалось то, что Кратер-Сити просто перенесут куда-то. Возможно, это и вправду такой жирный намек по поводу того, что Кратер-Сити больше не будет. Ну и на самом деле последний, наверное, вопрос, который я прямо сейчас зачитаю. У вас есть решение, как избавиться от хакеров в системе Jailbreak? Я хочу этого так же сильно, как и ты. На самом деле это отчасти не Азима решает, по факту это уже будет заниматься Epic Tank и BadCC, но об этом мы поговорим немного позже, ведь Азима это всего лишь билдер. Да, как бы он ЦО-овнер Jailbreak, но все же он билдер, он построил всю карту, но он не скриптер, это надо понимать. Этим скорее будет заниматься Epic Tank в будущем, о чем мы поговорим немного позже. А если вы хотите посмотреть другие сообщения от Азима, которые он написал под этим постом, вы можете перейти в мой Discord сервер, там в новостях от Jailbreak. Я буду туда публиковать самые интересные комментарии, вы сможете их прочитать и, в принципе, построить свои теории. Ну что ж, переходим к самому интересному посту на данный момент. Привет, на следующей неделе Jailbreak исполняется 9 лет. У меня есть потрясающие новости. Мы вступили во вторую фазу проекта по улучшению ауры Jailbreak. И вторая фаза полностью посвящена одному эксклюзивному обновлению и живому событию. Да, мы были очень заняты работой над этим для вас и планируем выпустить игру в мае или июне. Первая фаза была безумной и сотнями изменений, и вторая фаза тоже будет безумной. Подробности появятся в ближайшее время, так что следите за новостями. После событий начнется третья фаза, финальная. Epic Tank, когда-то такой же игрок, как и вы, возьмется за оставшуюся часть проекта по улучшению ауры, а также за свои собственные проекты для Jailbreak. Это будет эпично. Пока это будет происходить, мы с BadCC будем руководить Jailbreak, выбирая наши любимые идеи и направляя игру не просто на 9 или 10 лет, а на 15 лет и дальше. Jailbreak — это икона Roblox, и она здесь навсегда.
наконец, пока BTC занимается грандиозными инженерными проектами в реальной жизни, я буду выпускать новые игры, продолжая руководить Jailbreak. У меня есть бесчисленное множество идей, которые я с нетерпением жду возможности воплотить для вас, и я рад поделиться ими после предстоящего мероприятия. Серьезно, спасибо, если вы это читаете, и если вы хоть как-то связаны с 9-летней историей Roblox и Jailbreak. Это очень трогательно, мы проводим эти прямые эфиры благодаря вам. Люблю вас, ребята, и увидимся на мероприятии. Ну что ж, предстоит нам разобрать этот пост. В начале поста Азима дает нам понять то, что Jailbreak на следующей неделе исполняется 9 лет. И на самом деле обычно на как раз таки 9 лет выпускается Live Event, но сегодня, я так понимаю, это исключение. Об этом мы немножко позже в посте поговорим. Также он рассказывает нам про вторую фазу проекта получения Aura Jailbreak и то, что вторая фаза полностью посвящена одному эксклюзивному обновлению и живому событию. И он рассказывает то, что уже будет третья финальная фаза, будет после этого. И что бы я хотел сказать. Возможно, да, в прошлом году я не так сильно играл в Jailbreak и не следил за новостями, но как будто за обновлениями я и вправду частенько следил, но как будто лично, по-моему, первую фазу не стоило заканчивать лично, по-моему. Как будто слишком рано. Да, вот есть такой вот огромный, так сказать, лист, такой вот план, как бы это объяснить, по возвращению Aura Jailbreak, но как будто, да, многие пункты уже как будто выполнены. В чем задача данного проекта? Вернуть ауру, возможно, вернуть актив, возможно, вернуть старые механики, но мы же не возвращаемся в прошлое, я правильно понимаю? Ну, то есть, все комьюнити Jailbreak проделало огромную работу, но как будто это немножко не то. Сейчас будет второй этап AIP, и то есть это будет всего лишь лайф-ивент и какое-то масштабное обновление. Я на самом деле не знаю, почему так. Могли как будто и во второй этап добавить что-то больше. Потому что, получается, первый этап уже пройден. Это был и глобальный фикс, который, вправду, пофиксил огромное количество багов, чему я не могу быть не рад. Вернули турели. Да и, в принципе, много чего. То, чего я даже не вспомню на данный момент. А второй этап будет всего лишь лайф-ивент. Да, лайф-ивент это одно из самых глобальных мероприятий в Jailbreak. Даже самое глобальное. Но как будто он пройдет и все. То есть это им нужно настолько постараться на 9 лет, то что будет и вправду, то что и вправду сможет оправдать занятие целой фазы лайф-ивента. Ну, короче, я не знаю, честно, надеюсь, вы меня поняли, о чем я говорю. Потому что третья фаза будет финальной, и как Азима написал, то что этой фазой займется Epic Tank. На самом деле, Epic Tank'у я уже как бы доверяю, и вправду Epic Tank проявил себя очень хорошо в последних обновлениях, но как будто это не то. Как будто AIP не должен был так заканчиваться быстро, как будто надо было добавить каких-то еще пунктов, из-за которых и вправду вернуться в Jailbreak. Да, опять же, никто не отрицает то, что уже в Live-Event наберется огромное количество игроков. Но давайте понимать, Live-Event каждые 2 года. И каждые 2 года в Jailbreak собирается огромное количество игроков. Однако, сейчас у Jailbreak нехорошие времена, лично, по-моему. На самом деле, я уже видел некоторые обзоры по поводу данного поста. На самом деле, слышал разговоры по поводу того, что Jailbreak умирает. В принципе, видел видео по поводу смерти Jailbreak. И что бы я хотел сказать по поводу своего мнения. Актив, ну, прям вообще упал. Я помню, когда у Jailbreak был стабильно, ну, актив 20 тысяч держался несколько лет. Но почему-то вот сейчас вот я снова начал играть в Jailbreak и вижу просто, ну, одни из самых низких цифр за все время. 13 тысяч. Это это меньше, чем у Prison Life. Возможно, они вправду что-то скрывают от нас и не хотят раскрывать все карты. На что я действительно надеюсь. Но если все же и вправду второй этап будет настолько маленьким, и третий этап будет просто с маленькими обновлениями от Epic Tank'а, как будто это не решит прямую задачу этого плана. На самом деле, я полностью доверяю команде Базима. Она уже проверена временем, и на самом деле я не хочу им ничего советовать логично. Я все же просто высказываю свое мнение по поводу этого всего. Я все же надеюсь, что они продумали этот план до мельчайших, так сказать, деталей. Ну и в конце поста Азима благодарит всех, кто связан как-то с 9-летней историей Jailbreak. На самом деле очень приятно, очень-очень-очень приятно. На самом деле. Ну и в принципе,